Всем привет! Сегодня я для вас приготовлю вот такое печенье. Оно получается мягкое и нежное, а готовится очень просто и быстро. Итак, смотрим. Для этого рецепта нам понадобится сливочное масло 200 грамм комнатной температуры. Добавляю я сюда 1 чайную ложку ванильного сахара и 200 грамм обычного сахара. И теперь с помощью миксера хорошенько все взбиваем. Теперь добавляю я сюда 2 столовые ложки сметаны, у меня 20%, но это не важно, можно и 15%. Добавляю сюда 2 яйца и обязательно щепотку соли. И теперь продолжаем это все хорошенько взбивать миксером. Здесь у меня просеянная мука ровно 550 грамм. И добавляю я сюда пакетик разрыхлителя для теста ровно 10 грамм. И все хорошенько сейчас перемешаю вместе с мукой. Муку я добавляю в 3 этапа. Добавляю 1/3 муки сюда и с помощью миксера начинаем замешивать тесто. Вот я добавил первую часть муки, теперь вторую добавляем и опять с помощью миксера замешиваем тесто. Теперь добавляю оставшуюся часть муки и уже руками начинаю замешивать тесто, так как миксер уже не справляется. Тесто по этому рецепту должно у вас получиться мягкое, нежное, слегка липнуть к рукам. Ни в коем случае не забейте это тесто мукой. Отрезал я пергаментную бумагу по размеру своего противня, присыпал бумагу мукой, берем тесто и вот так вот с помощью рук мы растягиваем тесто по бумаге. Толщиной 7 мм 1 см, то есть делаем такую толстую лепешку. После того, как я растянул руками тесто, берем скалку и немножко разравниваем тесто. Теперь вот посмотрите, я руками прохожу по краю, как видите, они у нас рваные. И вот так вот делаю я аккуратненько края. Перенес тесто я на противень и теперь с помощью вилки делаем вот такие вот узоры, чтобы у нас печенье получилось в итоге красивое. В итоге у нас получаются вот такие красивые узоры. И теперь отправляем все это в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. В зависимости от вашей духовки. Если у вас современная с конвективкой, то у вас уйдет примерно 15 минут. Прошло у меня 20 минут, и печенье у меня готово. Теперь, пока оно горячее, необходимо его нарезать на квадратики. И можно потом подавать уже к столу и пить чай с вкусным, мягким и нежным печеньем, которое готовится, как вы видели, все просто и быстро. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.